Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад событий ближайшего будущего. Таро на неделю с 20 по 26 мая. Давайте узнаем подсказки карт. Будем реалистами, всегда говорю об этом. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас или о перипетиях, событиях вашей жизни. Но я надеюсь, что вы сумеете переложить на услышанное то, что вас сейчас беспокоит или что происходит в вашей жизни, переложить на метафору карт, и подсказки какие-то будут. Для тех, кому более интересно сверить свои планы со звездами, я оставлю ссылку в описании под видео на свой сайт «Гороскоп на май месяц». И это будет для всех знаков зодиака. Перейдите, почитайте для своего асцендента, может быть, для своих близких. А также оставлю ссылки на другие видео. Итак, мы идем дальше. Первый вопрос в традиционном раскладе. Что важно знать, мои дорогие весы? Чем будет богата неделя? Давайте узнаем. Для вашего знака зодиака. Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Достанем карту «Что скрыто». И дальше. Дела, работа, бизнес. Смотрим энергии. Энергия денег. И в личной жизни, что нам подскажут карты. Итак, что же важно? Кто-то собирается в поездку, кто-то в командировку, кто-то собирается переезжать далеко, а кто-либо из вас просто готовит перемены в своей жизни, может быть и в личной. Или вы можете по части творчества, среди вас много творческих людей. Или вы задумали поменять работу. И знаете, мы уже как будто приняли решение, но можем остановиться в последний момент, словно нам нужно проверить, все ли мы взяли с собой, или все ли у нас как бы готово к тому, чтобы осуществить что-либо. Или эта карта может быть как последний штрих перед каким-то принятием важного решения. Может быть, вы ждете какую-то новость, которая вам позволит совершить или осуществить ваше намерение. Но есть какая-то еще и пауза, когда мы делаем или сделали что-то до этого времени, а теперь мы должны дождаться, когда будет готов документ, когда его подпишут, когда поставят печать. Это карта якоря, когда вы сами управляете своей жизнью. Поэтому от ваших действий, от ваших приложенных усилий будет зависеть прогресс. Нам показывает человек, который повернулся к прошлому спиной. И если мы никак не решаемся, где-то покинуть зону комфорта, вряд ли что-то будет меняться. Об этом карта ведь тоже говорит. Поэтому, подумайте, что важно знать. Но для тех, кто что-то осуществляет или идет вперед, шикарная карта. Потому что есть и уверенность, и есть, знаете, как новый горизонт видения, новые возможности, новый привкус свободы, новое вдохновение. Может быть, эта карта еще говорит, что тебе нужно что-то изучить или доизучить. И для кого-то это пауза, как вынужденная, пройти какие-то курсы или освежить язык какой-то, если вы собираетесь куда-то уезжать. У каждого по-своему. Неожиданности. Паж Пентаклей. По этой карте, правда, мы что-то изучаем. Для кого-то, конечно, неожиданности от ваших детей. Какие-то события, новости вам дети приготовили, даже если подросшие дети. Но чаще всего по пажу Пентаклей мы готовы учиться. И, безусловно, это карта, когда последующим наши знания мы переложим в какой-то финансовый эквивалент. Они не будут просто так, в никуда. Или вы сами инициируете какое-то обучение, потому что вы хотите менять работу. Понимаете, что мне нужно разобраться с каким-то вопросом, стать большим экспертом или продвинуть тоже решение какого-либо дела, но сначала нужно подумать, как к какому чиновнику, может быть, обратиться, и вы будете наводить справки. Так ведь тоже может быть. То есть вот это изучение или готовность корректировать планы, потому что паж есть начало, и есть еще то, что мы не знаем наверняка. Вот в неожиданностях вот такая неделя. Чему сейчас не время? Что-то ожидать. Как и ожидать, так и верить обещаниям. Надо сказать, что королева кубков прежде ее изображали как королева-русалка. Мы знаем, русалка – это та, которая заманивала на пучины морские из сказок.
Ну и, кстати, в Которота, вот первые они были именно такие карты. На пучины морские, обещая им несметные сокровища и неземную любовь. Так вот, моряки и рыбаки верили, вдохновлялись, как завороженные шли за этими русалками. И там, на глубине вод морских или океанных, там и оставались. Вот поэтому есть такой момент, с одной стороны, когда это великий манипулятор. Поэтому тут не время, как и манипулировать или пытаться как-то вот что-то под себя подстроить. Так и с другой стороны, ведь вы можете столкнуться с таким человеком. Когда вы сидите и ждете, вручаете свою судьбу на волю либо случая, либо она зависит от решений конкретного человека. А человек, скорее всего, на этой неделе не решает ничего. Может быть, у человека такая ситуация сложилась. Что-то тут не разовьешь очень быстро, или какой-то вопрос быстро не согласуешь в инстанциях, ведь так тоже объективно может быть. Ну и для вас-то, мои дорогие весы, ну не время сидеть сложа руки буквально. Вот этому не время. Что же вам помогает? Драйв, мои дорогие. Ну вот тут даже настолько полярно, посмотрите, ожидание. А нам говорят, да нет, собирайся в дорогу. И здесь можно воспринимать как иносказательно, изучать что-то новое. Или для себя рассмотри какой-то альтернативный вариант. Не складывай все яйца в одну корзину. Или, есть такая поговорка, древняя китайская, не возлагай все на один корабль, иначе он обязательно утонет. И я могу предположить, что для вас вообще неплохо, мои дорогие весы, наметить себе какой-то план «Б». Или, допустим, вы уже с кем-то договорились, будь это работа, будь это личная жизнь, все что угодно, или какой-то документ. Но рассмотрите альтернативный вариант. Что вы будете делать, если что-то пошло не так? Вот как будто запасной аэродром для вас как минимум должен быть. Или пока вы не можете решить какой-то один вопрос, это тоже не свидетельствует о том, что вы просто должны ничего не делать, находиться в состоянии ожидания. Вам как будто нужно переключиться на что-то другое. Или если вы собирались переезжать в одну местность, рассмотрите вопросы о переезде аналогичную местность, но может быть другую. Поищите какую-то информацию. Сама по себе альтернативность, она присутствует в этой карте тоже. И карта говорит, отпускай все прошлое, оно не имеет значения. Какую-то прошлую ошибку ты не должен повторить. Да, мы можем остановиться, замедлиться, чтобы еще раз проверить, а в правильном направлении ли я движусь. А может быть, я что-то забыла. Или, может быть, надо как раз альтернативный вариант, как запасной аэродром, рассмотреть, что я буду делать, если сложатся непредвиденные события. Надеяться тут нужно на самого себя, но вы уже практически на пороге перемен, мои дорогие весы, и это вам тоже помогает. Для кого-то буквально переезд помогает. Что скрыто? Какой-то конфликт. Вас может что-то не устраивать. Это первая победа, когда мы настаиваем на своем. Да, мы можем кому-то что-то долго объяснять, мы можем злиться, пытаясь склонить к своему решению, мнению, а карта нам говорит, сохраняй свои принципы и при этом не увеличивай дистанцию конфликта. Вам действительно что-то может не нравиться. И вот эту свою энергию тогда в рассмотрении альтернативных вариантов следует направить, а не пытаться убыстрить какой-то вопрос или не входить с кем-то в конфронтацию, если по какой-то причине человек думает, ну, не так, как вы. Тут все-таки быть дипломатом для вас совершенно необходимо. Для себя не ухудшить какую-то ситуацию, даже ту, которая вдруг становится на паузе. Тут, правда, нужно что-то рассмотреть, изучить, предположить. Себя, допустим, вы предполагаете, что вот я хотел что-то осуществить. По какой-то причине это либо задерживается, откладывается, или не так быстро, как вам бы этого хотелось. Так вот, рассмотреть для себя хорошо. Если я осуществил свое намерение, и что-то пошло не так, что я буду делать? Вот есть какой-то второй путь, который вам пригодится, мои дорогие весы. И вот туда направить всю энергию. Ну, видимо, время для вас сейчас может еще, помимо всего прочего, еще убыстряться. Может быть, все же карта колесница может свидетельствовать о том, что вы получите какую-то новость, и она может вам не нравиться. Вы можете получить новость, что как раз что-то становится на паузу. И это не значит, что вы сели, опять же,
ожидаете чего-то, тогда рассматривайте, повторяюсь, альтернативные варианты событий в вашей жизни или предполагайте для себя, ну, если ваше желание, намерение очень сильно, как я могу скорректировать свои планы и все равно добиться того, чего я хочу. Вот подумайте над этим тонким нюансом. Дела, работа, бизнес, дуальность. Тут как раз как будто два направления для вас на этой неделе, и вашим, и нашим. Или придется сидеть на двух стульях, рассматривать свой вариант и тот вариант, который уже был в проекте, или вы приступили к его осуществлению. Для кого-то по работе. Та работа, которая была стабильная или мне понятная, может быть и не очень хороша, может быть и по финансам совсем никудышная, но она стабильная. И есть то направление, куда я все-таки хочу развиваться. Или есть ваш бизнес и вы, или ваше дело, а вы хотите как-то еще дополнительным доходом или пассивным доходом добавить через знания, опять же, и карта нам тогда будет говорить, ты этот вопрос досконально изучи. Но есть то, что вот вам придется взаимодействовать с чем-то. И все то, что я говорила до этого времени, рассмотри два варианта. Какая-то карта как раз просто подтверждает. И будь легким на подъем. Правда, не время ожиданию. Не время, словно, знаете, замереть и самого себя или саму себя обесточить. Тут какое-то еще движение на этой неделе предполагается. Может быть, правда, нужно будет отправиться в поездку. Для кого-то далеко, а для кого-то и поближе. И это будет для вас в пользу. Может быть, знаете, мы даже из близкого путешествия, предположим, за время выходных, как отдых, поездка без конкретного маршрута, вот такое тоже бывает. И это очень здорово расслабляет, приводит мысли в порядок, переключает нас совершенно в какую-то другую плоскость. И свой путешествие мы всегда возвращаемся другие, даже из однодневных каких-то. И вот это вам тоже, мои дорогие весы, помогает. Может быть, где-то поддерживает ваше творчество, вдохновение, или как сам по себе драйв придает вам в жизненный азарт, в хорошем смысле, или желание, импульс что-то совершить или изменить свою жизнь. И у кого-то так проигрывается. Я думаю, вы меня понимаете. Что же у нас с финансами? Я не могу сказать, что прямо вот по финансам что-то очень хорошо или что-то очень плохо. Выпадает карта «Восьмерка мечей», это карта внутренних страхов. Тут какая-то реальность, она совершенно четко закономерная, но вы себе можете устроить глубокую философию. По этой карте только одно значение идет. Не мешай себе. Потому что вот этот забор из 8 мечей, этот холод, он отчасти вызван вашим видением по конкретному вопросу. По финансам там, или решение по имуществу, по жилью, может быть и так. По этой карте не создавай конфронтацию какую-то. И будь реалистом прежде всего. Тут важно и не замечтаться, не упустить время в ожидании, а значит что-то действовать, может быть, по части заработков, узнавать, учиться или какую-то новую свою стратегию с учетом коррекции планов и тех событий, которые развиваются вокруг вас, или новостей, которые к вам приходят. То есть здраво, материально оценить, что же есть на самом деле. Нам девушка изображена, которая с повязкой на глазах. И вот эта темнота, и вот эта ограниченность, ее в реальности нет. Это она создала сама себе. И как будто на руках цепи, а они тоже ее не держат. Вот что-то вас может заставлять остановиться или подталкивать к бездействию. А вот именно этот пункт вам нужно преодолеть. Потому что не терять времени даром есть посыл. Деньги есть, деньги будут. Все-таки карта уверенности, якоря, тройка жезлов. Но, может быть, правильно ими распорядиться или предусмотреть на будущее те вопросы, которые вам предстоит еще решать и закрывать. Привести мысли в порядок. Пусть это на личную жизнь выпадает 4 мечей. Вообще спокойная неделя. Да, какая-то пауза может быть на самом деле. Но это то необходимое время, когда мы избавляемся от ментального мусора. Или для кого-то из вас, мои дорогие весы, вы это время должны потратить на пользу самой себе или самому себе. Для кого-то пройти обследование, обратиться к дантисту иногда проходит по этой карте. Или когда вы какую-то свою стратегию как здорового образа жизни тоже можете здесь для себя пересмотреть. Но 4 это всегда
какая-то статика, безусловно. И поэтому я не вижу, что на этой неделе вот события в вашей жизни как-то коренным образом изменятся. Информация может прийти, вам, может быть, и придется куда-то отправиться, но есть риск и замереть, когда я ничего не хочу. Я не хочу ничего делать, или я не вижу выхода из какой-то ситуации. Тогда мы сказали про ментальный мусор. Нужно как раз рассмотреть какой-то второй вариант или альтернативный вариант. Может быть, кому-то из вас необходимо как раз уделить внимание своему здоровью. По этой карте мы должны что-то узнать о себе наверняка или для себя определиться с дальнейшим направлением. Но карта предполагает, что мы не просто бездействуем, хотя я складываю оружие, но тут складываю оружие, чтобы не перессориться. Тут же вот какой идет посыл: 4 мечей и 5 мечей. Но этот период даже вынужденной какой-то паузы, когда вы ждете документы, все равно это работа вашего интеллекта, может быть, по изучению чего-то нового или по составлению новой какой-то стратегии и тактики. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.